Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Дела Семейные. Мы с вами встречаемся снова на хуторе. Смотрите, друзья, сколько малька. Там миллион его. Вот смотрите, он сидит просто друг на друге. Только малек. Лунки здесь начали пробивать часто, вот когда стали морозы, когда стал лед уже конкретно. До этого он где-то промывался там возле берега, но сейчас уже давно стоит, и местные жители пробивают лунки, приходят специально, практически каждый день. Свежие следы. Буквально вот только что приходили, потому что я сразу пошел на озеро посмотреть, вот они, не было следов, а сейчас есть. Так вот. Я тоже пробивал лунки. Это все делается для того, чтобы не было массового замора рыбы, потому что сейчас кислород туда, поступает, но через ходы там бобрины, там нутрии, там кто тут у нас живет, непонятно. Поэтому, для предотвращения того, что кислород оттуда вдруг не поступает в водоем, люди приходят в любом случае сюда, прорубают для поступления кислорода в водоем лунки. Но вот так, чтобы было столько именно малька, вот просто малька, вы видели, там просто сотни его, там я не знаю сколько его, там его очень много, я еще ни разу не видел. Он никогда еще так не всплывал. Но, возможно, сейчас потепление пошло. Сейчас на улице вот днем там -4, -3, -5, вот так вот. Уже нету тех морозов. И он, может, идет к берегу малек. Но самое интересное, что это малек. И он вот буквально осенью отнерестился, что ли. Поэтому я еще как бы с таким не встречался. Буду смотреть, чей это малек может быть, кто нерестится осенью, чуть ли не под зиму. Но если кто-то знает, напишите в комментарии. Вдруг я там что-то, какую-то не ту информацию найду. Будет очень интересно. Внутри снега нету, воды тоже, все сухо там. Коты в домик вылазят на самом деле очень редко. Когда они там, я там, наверное, за все время 2 раза видел, что они туда залазят. Ну, пускай будет там сено. Поселятся с какими-нибудь котятами. Вот этот вот домик для котиков, он утеплен. В нем между стенкой и пароизоляцией я ложил сено. Там очень много, толстый слой. И крыша тоже, потолок там в домике есть. Если вы видели сейчас на видео, он тоже утеплен сеном. Поэтому и дно мешковины такое устелено. Там как бы тепло. Но сено, да, если там кто-то захочет поселиться, в любом случае будет теплее, поэтому мы его положили. Друзья, с такими событиями я вам снова предлагаю испытать рыбалку. Потому что, как я понимаю, рыба сейчас начала активничать. Я рыбак-любитель, поэтому вместе с вами я тоже этому всему учусь. Да и, в принципе, то, что мы показываем у нас на канале, мы с Яной вот этого всего дела любители. Вместе с вами учимся, изучаем, разбираемся, вы нам подсказываете.
Поэтому был такой комментарий, что в январе вся рыба просто стоит, как вкопанная, мертвая. Она спит, а в феврале она просыпается. Вот у нас через пару дней уже февраль. Поэтому ваши слова как бы дают понять, что да, наверное, рыба начинает просыпаться и активничать. Мы много времени на это не потратим. Пойдем на озеро, поставим жерлицы и вернемся обратно, будем заниматься здесь. Но, скорее всего, долго мы заниматься здесь не будем, потому что все будут рады этому. Судя по прошлому ролику, по комментариям, нам устанавливают кухню. Поэтому я с утра все дела сделал, мы всех встретили, со всеми поговорили, вопросов пока нет, все, что надо, я там съездил в наш местный строительный магазин, докупил, и сейчас занимается уже монтажом и установкой кухни, поэтому я думаю, что сегодня вечером мы вместе с вами увидим какой-то результат. Озеро, занимаемся в доме и едем домой смотреть, как у нас там дела. Я думаю, сейчас все сказано, что рыба здесь есть. Малька очень много. Там я не знаю сколько. Просто ее нужно здесь найти, нужно терпение. Плюс она здесь никогда не бывает голодной. Очень много кормовой базы. Я сейчас вспомнил Ералаш. Я рыбу постоянно ловлю там, где ее сложно словить, а там, где ее можно ловить, я почему-то не ловлю. Так вот я вспомнил, как это в Ералаше. Там, где парень лунку пробивает, а ему здесь рыбы нет. Он следующую пробивает. Здесь рыбы нет. Он пошел следующую пробивать. Ему опять здесь рыбы нет. Он такой, ему надоело. Он спрашивает, что это такое, мне отвечает. Начальник Ледового дворца. Как-то так было. И я такой же. Упертый как баран. Уже давно здесь не ловил, уже не знаю сколько. Рыбалок может 15. И все равно сюда иду. Очень интересно, чей это малек же? Получилось. Руки отморозил, но получилось словить малька. Сейчас покажу. Вот. Вот такой малек. Его очень-очень много. Потом посижу в интернете.
Посмотрю, что это за рыба, но напишите в комментариях, если кто знает. Друзья, под прошлым роликом было много комментариев. Расскажи, покажи своего помощника, который мне помогает справляться со стихией. Я, конечно же, про него расскажу. Это аккумуляторный снегоуборщик из платформы 40 вольт от компании Greenworks. Стоит большой емкостной аккумулятор на 40 вольт. Вставляется, вынимается очень легко и имеет защиту от влаги. В моем случае, так как у меня очень много аккумуляторного инструмента от компании Greenworks, я себе заказал вот такую вот маленькую зарядку, которая не занимает много места и выполняет свои функции так, как положено. С удобной индикацией, где показано все, что может быть с аккумулятором: разряжен, заряжен, перегрет, либо неисправен. Управлять им очень легко. Он имеет два колеса: поднять, опустить влево-вправо. При запуске максимальная техника безопасности. Нужно изначально нажать кнопку, а потом зажать крут. Направить можно в любую сторону и по высоте. Хотите вниз, хотите вверх, если хотите устроить себе снегопад. И пробьет просто любую дорогу, куда вам угодно. Даже сантиметров 40-50. Ну, конечно, это медленно, аккуратно, но туда, куда вам надо, он вам сделает путь. Друзья, на аккумуляторе снегоуборщик из платформы 40 вольт от Greenworks я оставлю ссылку в описании. Переходите, заказывайте, покупайте, облегчайте себе жизнь и работу. А я поехал пробивать себе путь к новым целям и достижениям. Я сейчас в небольшом шоке. Помните, в одном из роликов последних я показывал, что кто-то по крыше ползал. Следы были. Ну, я вижу в доме следы. В русской печи есть вот в этой целой комнате прочистка. Вот тут диван стоит. И вот смотрите, тут вот здесь кусочки пепла на диване. И вот тут животом протерта черная грязь от пепла. Видите? Это получается что?
кто-то ночью лазит или когда, или один раз кто-то сюда залазил. Но как бы там протерто не для одного раза. И кто же это может быть? Кто-то в доме живет. Ну, либо просто один раз залазил через дымоход, получается, потому что люшку я в печку эту не закрываю, когда выезжаю. Ну, тут типа прямой проход в дом есть. Ну да и ладно, пускай живет, если кто-то здесь живет. Главное, что он не вредничает, не мусорит, ничего не рвет, ничего не ломает. Значит, ему понравился домик наш. Так, ну а я продолжу зашивать эту комнату. Яна позвонила, сказала, что уже там вырисовывается кухня, там уже так... Она там позвонила мне, чуть ли, наверное, не прыгала там от счастья, что эта кухня нравится. Хотя там совсем чуть-чуть, Яна сказала, но, говорит, я уже вижу, что то, что нам рисовали на проекте, оно как бы очень сильно похоже. И, говорит, на самом деле получилось благодаря вам, друзья, очень красиво.
Итак, итог сегодняшнего дня. Все стены зашиты, за исключением раз, два. Почему? Потому что дверной проем, я пока не знаю, нужно определяться с размером двери здесь, с размером двери здесь. И потом тут все зашьется. Здесь у нас печка, это просто заштукатурится. Здесь зашьется и здесь зашьется. И в принципе все. Осталось потолок, но с потолком я еще пока думаю. Либо панель, либо ДВП. Но это уже будет, наверное, следующая серия. Сейчас, друзья, я предлагаю срочно ехать смотреть, что у нас там получается с кухней. Все слышат этот звук? Это звук собирающейся нашей кухни. А я буду есть или подавать? Непонятно. Вот так вот. А вкусно. Первый день установки кухни уже позади. Вы немножко видели ее. Я не знаю, показывать не будем, чуть-чуть показывать или сохраним интригу. Я думаю, что надо показать, все равно непонятно до конца. Ну, чуть-чуть, да, покажем. Но нам сегодня нужно что сделать? Нужно вот этот плинтус, который туда в угол идет, мы его зря устанавливали. Но мы еще в тот момент знали, какая у нас кухня будет. Поэтому сейчас мы его уберем, он тут не нужен. Потом тут чуть-чуть дорастится. Это ничего страшного в этом нет. Это все быстро. Мне тут буквально пару шурупов выкрутить, и этот плинтус спокойно снимется. Плюс поставим сифон сегодня еще. И... наверное, все. Это там что, коробки там, да? Ты занимаешься сбором макулатуры? Ну да. Тимур будет, что? Не только Тимур и Николь. И с Николь, да? И садик, и школа грамоту требуют. получат за макулатуру. Ага. Вообще просто. Они еще сегодня кучу всего привезли. Я в шоке. И знаете, самое интересное, что это все очень быстро. Прям быстро. Потому что у них уже много элементов готовых были. И они приехали и начали шкафчики вешать. Уже мы такие заходим, через полчаса, наверное, уже шкафчики висят. И я уже картину вижу, потом... Ой, короче. Да. Ну, тебя пока не было. Вот. Я-то тут процесс весь видела. Тут ты приехал, обалдел. Да. Когда увидел все, что они сегодня сделали. Да, поэтому... Чуть-чуть попозже. Сейчас мы тут уберемся, поубираем там, и чуть-чуть попозже мы вам покажем, что как бы уже на данный момент есть. Уже одна сторона на 70% готова. Угу.
стенка клеится, но уже время прошло, мы уже можем доставать. 2 часа. Уже даже больше 2 часов прошло. Это просто утяжелите. Аккуратней. Это мне сразу ты вот набрала обливаться. Так, сейчас шланги нужно подключить. И потом буду собирать сифон. Вот. Плинтусы сняли. Сифон. И что, и все, наверное, да? Ну, там еще вот где варочная, нам надо купить. Ну да, розетка надо. Вилку да, купить. тоже тогда продают. И даже не как сказали. можно продавать? Вот, подойдите. Вот как можно продавать плиту? У нас что еще, вытяжка также, да, была? Без розетки. Зачем так делать? Ну, я не знаю. Вот, поэтому купили одну. Вот я съездил, купил на вытяжку розетку, а эту варочную даже не открывали. Ну, мы не думали, что... она Ну там и будет. нам кухончики ничего не сказали, Ну. поэтому... Ну, уже магазины были закрыты, я завтра съезжу, куплю. Завтра все закончится, мы все подключаем, и у нас, типа, будет все уже готово. Да? Ну, так как газовщиков еще ждем, ну да, поэтому ну, пользоваться газ. пока не ну, можем. ты сможешь пощелкать там, понажимать. А, рожек, ну. Рожек у тебя подключен. Поэтому вот. Ну, даже не могли подумать об этом, потому что поэтому смотрите сразу, уточняйте, если вы покупаете какой-то там вот варочный, допустим, вытяжка, там духовой шкаф. Ну, на духовом у нас есть розетка. На духовом, да. Там по-любому есть. Сразу спрашивайте, есть ли там розетка, либо нету там розетки, потому что такое мелочь вроде, а вот так вот чик, и у нас было бы сегодня, допустим, все подключено, и мы бы что, провода оттыкали? И я дома нигде не нашел, где открутить. Ни на одном удлинителе с землей такого, чтобы разбиралось, нету. Поэтому берите на заметку. Ты хоть бы консультанты, правда, сказали. Ну, так мы, понимаешь, мы же проверяли провод там, ну я не знал, что надо провод проверить. Если бы я увидел там болтающийся провод, когда проверяли это все, я бы, ну, розетку надо, там, туда-сюда. А так оно так было упаковано, сложено, что я посмотрел, там дефекты, это все, ничего нету, все, ну как-то так. Здорово. Что делаешь? Ну сколько там Ника ключ надо? На 24. Тимур. Ключ на 24. Ну что, зажал? А вот это ты зажал? Нет. Это держи еще. 24. А я не могу зажать. На, ключ. Тимура. Вот так вот. Оп, и вверх туда. А я сама, пап. Потом достаешь, я тебя поучу. Вверх. Она говорит, доставай. Нет, идите что-нибудь поделать. Я, получается, уже не устану и не усну сегодня. Мне, чтобы уснуть, нужно устать. Если мне будет помогать, я же не устану. Что, я ничего не делаю? Без тебя ничего. Этот закрутила. Тимур следующий. А можно включить его? Нет, пока не надо, подожди. Погоди. Какой, вот этот? Да. Я пока что не знаю. В какую сторону крутить? Это часовой стрелки. Значит, у нас так, две серых. Значит, у нас одна зеленая. Другую переверни. Почему я не у меня вот эти детали.
Я сейчас мы вместе тут. Я поставлю, ты начнешь накручивать. Закручивай крепко. Покажи. Потом буду делать. Я проведу. Куда ставишь вот так вот? Слазь. Ну давай, ты делал Надеюсь, почти работает. все. Иди сейчас водичка текла. Да покажи. Покажите, как она текла. Можно? Сейчас, подожди. Нет, еще, нам еще не заляла. Сегодня чувствуется теплее утро. Сейчас минус 8. На день вообще там 5-4 что-то минуса передает. Поэтому будем выпускать птицу на улицу. Пускай по снежку погуляет.
Она такая, как медведь, теплая. Нам устанавливают уже до конца сегодня кухню. Обещают, что все будет готово. Все. Поэтому мы ждем. Мы, конечно, ходим, подсматриваем, не без этого. Но будем с вами сегодня распаковывать работы мне там. С каждого фасада надо Или, будет может, сдирать. сами все поздирают. Не, они вот так, наверное, приспускают половинки и все. Поэтому будем с вами заниматься сегодня. Будем распечатывать кухню. Знаешь, как с телефонов пленки сдирают. Мы сегодня будем с кухни сдирать. У нас даже потеплело, правда? Да. 4 градуса или 3 даже. Снежок вот идет, а вот обещают. Уже давно снега прям не шло. Потому что морозы сильные, наверное, были. На входе в сарай у нас такая лампа старая. Она дает мало света. Очень мало света. Поэтому ставим сюда светодиодную большую, которая в 2 раза больше даст света. И они очень экономные. Яна уже знает, какое количество компотов нам на зиму нужно заготовить, потому что дети компоты пьют. Да, мы можем где-то себя там побаловать газировками, но это очень редко. Так вот, компоты, витамины зимой. Смотрите, друзья, мода 90-х. У кого на Жигулях, на Волгах, наверное, на Москвичах такие катафоты стояли. Да, это эпоха. Такое выбрасывать нельзя. Так, еще вот здесь, получается, в середине вот этого вот прохода в сарае свет включается, вот этот внутренний. Нужно его перенести на самый вход, чтобы можно было заходить и сразу его включать. А то так получается, что когда темно заходишь, ну тяжеловато сюда зайти. Перенесем его туда, будет гораздо легче и удобнее. Ничего не выбрасываем со старой кухни. Ну да. Ну тут просто у деда стоят всякие шкафчики. И мы сейчас еще поставим. Там у него канистры всякие большой. А сюда он может какой-то инструмент положить, а то у него там уже одна разломалась. Может что-нибудь на замок закрыть, каким-нибудь секретик. Ключи надо ему. Оно все закрывается на замок. Одним замком, одним ключом. Поэтому
И это еще целое, оно еще простоит очень долго. Снизу тут это тоже двигается. Поэтому... А полку я там одну заберу на хутор. Короче, у деда тоже обновки. Да. Дед сейчас нас смотрит. Обновки. Этот свет ему тут больше. Перенесли включатель ему. Все. Угу. Света реально больше стало, правда? Ну. Там уже старая была. Очень. Но это еще не все самое важное. У нас уже стоит кухня. Конечно, с одним нюансом она стоит, но ничего страшного. Он устранится в понедельник, либо во вторник, да? Ну, короче, забыли одну дверцу и такая боковая планочка. Да. Они просто ее, ну, не забрали с дома, поэтому... Тут, говорит, только просто такая огромная кухня была. Забыли. Говорит, я и так удивлен, что, ну, За что два я дня. одну дверь просто не заметил, как-то так получилось. Она была там или в упаковке, или без упаковки. Говорит, я просто не обратил на нее внимания. Тут пришлось чуть-чуть похозяйничать. Но дед это видит все. Поэтому искать ничего не надо будет. Канистры мы переставим сюда. Сюда вниз. Переложим удлинители. Просто идеально будет лежать. Ура, удлинитель. Мы уже нашли. Вот эту тумбочку мы сейчас переставим сюда. Да. Потому что у него там дрова. Ну, у него ж тут лежат свой зимой. процесс. Мы чуть-чуть похозяйничаем. Совсем чуть-чуть. Так, сейчас тут. Идеально. Вот. А тут канистры, лейка, масло тут. Всякое оно будет спрятано. Угу. Еще можно что-нибудь поставить. Так, инструмент у него там вот снизу прям лежал. Сейчас ему сложно. Чтобы ему было удобно. Ему же там 100% неудобно. Ну Но да. он же не скажет никому. Поэтому... Так. Сюда шуруповерт он больше пользуется. Так вот. Все. Инструмент, канистры, там удлинители, там у него тоже свои инструменты. Тут дровишки, тут для розжига всякие миски. Свет есть, розетка теперь удобна. Поэтому что томить, пошли кухню смотреть. Все же этого хотят. Ее распечатывать еще надо. Еще да, еще Там еще делать. работы. Ой-ой. Все, я закончил. Пошли теперь на твой объект. Мы пошли. Желтенько. Помимо того, что нужно привыкать вообще к кухне, нужно ее сейчас распаковать. Помимо этого у нас еще много техники, в которой надо разбираться. Еще сидела, книжки читала, пока я настроила время. Вот, поэтому, в общем, задач очень много. Я еще сейчас продумываю, куда мне что вообще ставить. Я не знаю. Много всего меня поймут те, кто это все проходил. Пакет прилип. Вторая.
Даже мне интересно помыть. Много еще таких моментиков всяких. Нужно где-то что-то подтирать. Потому что, ну, где-то в транспортировке там, или где-то еще такие черные полосы есть. Но они оттираются легко. Все нормально. Мы, короче, когда отклеили пленку, все, она вообще другая стала. Да. Она была Просто вообще желтая. другая. Она была такая желтая, она была глянцевая, и она вот не показывала тот цвет, который самый настоящий именно фасадов. А сейчас, когда отклеили все, она вообще другая стала. Поэтому сейчас еще чуть-чуть мы где-то подрастаем туда-сюда, и мы вам обязательно покажем полностью всю кухню и как она будет там выглядеть. Когда нам вчера уже даже установили кухню, нет, даже когда не установили, они приехали, все, у нас было все свободно, ну и мы общались, что почем, и я такая глаза поднимаю и понимаю, что в потолке я вижу желтое пятно. Вообще, да, смотрите. Вот этот нагар, не было вытяжки у нас. Просто И желтое. получается оно, ну, как... А вот тут беленькое. А тут беленько. Потом, когда они поставили кухню, я захожу смеюсь, говорю, что вы смеетесь? Я говорю, вы не видели? Он такой, ну да. И сейчас вообще контраст, надо мыть. Но мне немножко тяжело. Оно просто, я вот беру салфеткой, оно уже вот тут, и оно вытирается. Надо немножко средства, и я помою натяжной потолок. Это хорошо получается, что натяжной потолок? То есть я его сейчас без проблем могу отмыть. А если бы это были поштукатуренные, пошпаклеванные вот эти потолки покрашенные? Хорошо ли? Короче, так как-то так. Мы, когда все разбирали, мы вообще не видели этого. Я не знаю, как оно мне кинулось в глаза, я на потолок посмотрела. Вот так вот. А сейчас по-любому, видишь, как видно. Белая кухня и это. Ну, как тебе смотрюсь уже? Ну да, на фоне желтого особенно. Тут смотреть? Для меня теперь задача большая, огромная, это, ну, все расставить и красиво. Тут у нас полочки там есть, все, уже мне надо декором заниматься. Я даже вот до мелочей, полотенечки у меня уже новые, да. Не только посуда, уже так немножко прикупилась. Под прошлым роликом, когда мы показали вот этот кусочек кухни, был один комментарий. Чему вы удивляетесь? Это же кухня создана по вашему проекту, друзья. Почему не удивляться? Вот я удивлен, потому что... Ну, я не знаю. Но вот я смотрю на это, и у меня эмоции просто переполняют. Поэтому и мы вам показываем эти эмоции, которые вот здесь, вот, которые вообще не наиграны. И все эмоции, которые мы вам показываем, они все вот сразу, вот от души просто идут. Поэтому я даже не знаю, вот как можно сделать вот такую особенно покупку. И не удивляться. И не удивляться, да. Как будто кухни каждый день покупаем. Да, кухня. Да, кухня. Вот так вот оно у меня. Сейчас у меня вот тут даже... Я себя даже сдерживаю, чтобы вам эти эмоции не показать. Мы мечтали, мы жили 4 года здесь. Мы жили с тобой на съемном жилье, с какой-то непонятной кухней. Мы покупали там, за самую дешевую ставили. И вот за наши 10 лет совместной жизни это такая вот прям, это, да, событие. Событие. Да, любая покупка, любая какая-то стройка, даже она вот такусенькая, малюсенькая, она уже большая, ну для нас как минимум. И вот здесь вот оно бурлит просто сейчас, поэтому я вообще сейчас эмоций никаких не показываю вам, если что. Нам Стою вчера... просто тру. Нам вчера, когда поставили этот кусочек, мы с тобой во сколько спать легли? Не знаю, Мы что, не могли сидели там в углу и и смотрели. вот за вот этим вот недоделанным куском просто. И говорили, о, класс, класс, да. Я уже сколько тру это место. Ну. Хочется, чтобы вообще просто натереть. И не...
Друзья, эмоции во всем. Поэтому я такой, я сильно эмоциональный, и я не показываю вам всех эмоций, которые вот во мне живут, если честно. В общем, так. Видите, мне сколько полок? Это надо дизайнерский подход. Это все, сейчас в магазинах буду искать каждую мелочь. Сейчас на маркетплейсах разную мелочь, разные какие-то фигурки, подставки, цветочки, там все, ну, да? Просто не видно, сколько у тебя еще тут их надо фигурок. Мы же пока скрываем всю кухню, показываем кусочками, пока не подготовимся. Ну, видите, сколько работы тут еще с ней. Ну, как бы поставили это еще так. А сейчас себе навести уют надо на ней. Полный. Матросик, как твои дела? У нашего матросика сегодня происшествие случилось утром. Он вышел на улицу с лапкой, и я подхожу туда курей кормить, что какая-то кровь возле двери по снегу. А он, короче, где-то между пальцами прыгнул или что сделал, там чуть-чуть разорвал. Мы там обработали его все. Все хорошо. Немножко похрамывает. Идет. Поэтому мы ему двойной паёк положим. Если ты вы вдвоем сегодня поранена. Ну да. Ты не рассказывал? Не рассказывай. Ничего страшного. Вот кто. Мой-то палец заживет. Вот младенец тут получил первое свое ранение. Вот когда у тебя так ложится, сразу засыпал. Ой, извини. Яна еще ни разу не ела с этой кухни, но уже посуду моет. У меня же новые тарелки. Вот. И с них надо поснимать наклейки. Она посуда долго лежала, ждала этого часа. Ты мне не верил, что я ее всю достану. Я Прям скажу- всю, ни одну не оставишь старую. Не, ну я оставлю, может, большое количество, вот, ну там 6 тарелок таких эти оставлю, подготовленные, чтобы, ну, когда кто-то придет, а так не поставлю ни одной старой. Пока кружки старые, но кружки уже в пути. Я уже их сегодня заказала. Все. Новая кухня, новая жизнь на кухне. Поэтому до единой тарелки будет новая. Еще надо приборы новые. Ну, короче, все нужно новое. Я думаю, многие меня сейчас поймут, что много чего нам надо. Да? Вот так у каждого, наверное. Кто покупает новую кухню, тот старается обновить полностью все на кухне. Хочет, чтобы тарелки одинакового цвета все были. Целые, В аккуратные. общем, готовься. Мне много чего надо покупать. Ну что, я думаю, что много кто уже на перемотке. Что там с кухней? Пора показывать. И будем уже тут еще работать. Мы думали, как-то все быстро будет, но еще много работы. Работаем. Находить места всему, что у нас есть. И вот этот провод, который у нас должен быть под подсветку изначально, когда мы планировали электрику разводили. Мы сейчас ищем, чем нам сюда закрыть. Не хочется этот провод отрезать, хочется его как-то задействовать, где-то его применить. Потому что если мы его отрежем, все, пиши пропало. Поэтому еще мы думаем, пока он будет висеть. Может, кто-то посоветует. Ну что, ты готова кухню свою показывать? Конечно, готова. Приглашаю вас к себе в гости. Вот такая вот кухня, друзья, получилась.
все совместно, вместе с вами. Нам помогали рисовать проекты. Это было сложно, но мы создали кухню своей мечты. Вот прям. Мы просто наслаждаемся. Мы довольны. Мы очень довольны. Прям очень довольны. Поэтому вот она. Вот Красиво. такая вот. Но еще много чего, конечно, надо дорабатывать. С окнами мы что-то будем думать, придумывать сюда. Шторы, тюли, я еще не знаю. Во-первых, расставлять все еще. Ждем оставшуюся дверку. Вот, и все, будем, в общем, заполнять нашу кухню. Работы много. Вот. Ну, вот такая получилась у нас вместе с вами, кстати. Да. Это не наша кухня. Ну, это наша и ваша. Это наша кухня с вами, зрителями. Мы ее выстрадали, мы ее сделали, мы ее нарисовали, мы ее придумали. Тут было очень много комментариев, было очень много всего. Ну, вот такая красота у нас получилась. Я считаю, что очень минималистично, очень красиво, так как я хотела. Строго, лишнего ничего нету. Это... Окно пустое, как все и хотели. Да. И места и света более чем достаточно. Вот. Ну, у нас еще, конечно, в планах мы хотим поменять наш светильник, люстру нашу. Вот. Еще очень много тут на самом деле планов. Да, еще очень много планов, поэтому ну вот так вот, самый грандиозный план свершился. Я считаю, что мы обыграли наши обои, потому что много кто писал, много. Мне очень нравится, даже было без этой кухни, мне нравится этот цвет. Это наше, поэтому ну, у каждого же человека свой вкус. Вот это наш вкус, поэтому принимайте. Будем встречаться с вами на кухне. Все хотели, чтобы я уже что-то наготовила, но извините, мне ее надо заполнить. У меня там вся кладовка на полу, везде, вот такой хаос. Что будем что-нибудь готовить в следующем ролике, получается. Что-нибудь придумаем вам, приготовим. Все, мы всех любим, всех обнимаем. Всем пока-пока, до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока. Утро опять, холод на стеклах груди. Ты говоришь, ну может в другой раз пойти. Сотни причин забыть, о чем сердце просит. Но каждый день тихо тебя туда уносит. Иди к своей мечте, шаг за шагом, просто верь. Даже если падаешь, поднимайся дальше вверх. Мечты сбываются, если ты не сдашься себе. Иди к своей мечте, и мир ответит тебе. Будет не раз, тянут назад голоса. Будут опять глупые взгляды в глаза. Помни одно, счастье не ждут у порога. Если темно, значит, ты близко к рассвету Бога. Иди к своей мечте, шаг за